С каждым днем все страшнее. Два новых ультиматума Трампа. Ирану или подписывайте соглашение, или будут удары на полное уничтожение. Союзников по НАТО тоже прижал к стенке. Или отправляйте войска на войну с Ираном, или Трамп выведет военные базы из Европы. Президент Ирана назвал переговоры с США бессмысленными. Но в Пакистане все равно готовятся к приему делегаций. Ормузский пролив заминирован, осталась узкая полоска, и за ее проход Иран требует миллионы. В Иране отмечают 40 дней Аятолли Хаминеи. В Иерусалиме открыли доступ к святыням. Астронавты миссии Артемида заканчивают приготовление к спуску на Землю. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Перемирие под вопросом. Дональд Трамп прямо предупреждает: Соединенные Штаты готовы возобновить удары по Ирану, если Тегеран не будет соблюдать настоящее соглашение. Все силы, флот, авиация, контингент остаются на позициях. Все корабли, авиация и военный персонал США с дополнительными боеприпасами, вооружением и всем остальным, что необходимо и уместно для ведения боевых действий и уничтожения уже существенно ослабленного противника, останутся на местах в Иране и вокруг него до тех пор, пока достигнутое реальное соглашение не будет полностью выполнено. Если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда начнется стрельба более масштабная, более мощная и более разрушительная, чем кто-либо когда-либо видел. Это было согласовано давно, и, несмотря на всю ложную риторику об обратном, никакого ядерного оружия, а Ормузский пролив будет открыт и безопасен. Тем временем наши выдающиеся вооруженные силы накапливают ресурсы и отдыхают, фактически ожидая следующей операции. Америка вернулась. Ключевые условия Вашингтона предельно жесткие. Полный отказ Ирана от ядерного оружия и гарантированная безопасность судоходства через Ормузский пролив. Трамп подчеркивает, для США существует только одна версия договоренностей, и она не подлежит пересмотру. Но с иранской стороны сразу несколько трактовок. В разных версиях 10-пунктного плана фигурирует прекращение боевых действий не только в Иране, но и в регионе, снятие санкций, а также, в отдельных вариантах, сохранение контроля над проливом и право на обогащение урана. Главное противоречие именно здесь. Иран настаивает на суверенных рычагах, включая влияние на Ормузский пролив, тогда как США требует полной нейтрализации этих инструментов. Трамп выдвинул Европе ультиматум по Ормузскому проливу. Как пишет немецкий журнал «Шпигель», через генсека НАТО Марка Рютте Вашингтон потребовал от европейских стран в ближайшие дни представить конкретные обязательства по отправке кораблей или других сил. Сегодня Трамп опубликовал очередной пост в своей соцсети Truth Social. Никто из этих людей, включая наших собственных, что очень разочаровывает, а также НАТО, ничего не понимает, пока на них не оказывается давление. По словам дипломатов, это требование в европейских столицах воспринимают как ультиматум. При этом ряд стран заявляет о готовности участвовать, но настаивает на определенных условиях, в том числе на мандате ООН и устойчивом прекращении огня. Параллельно, как сообщают американские СМИ, Трамп рассматривает давление на союзников, включая возможный вывод войск из стран, отказавшихся поддержать операцию против Ирана. Переговоры с США и Ирана в Пакистане на грани срыва. Днем в четверг президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал в соцсети X вот такое сообщение. Возобновление агрессии сионистского режима против Ливана откровенно нарушает первоначальное перемирие. Такие действия свидетельствуют о лжи и несоблюдении соглашений, делая переговоры бессмысленными. Наши руки остаются на спусковом крючке. Иран никогда не оставит своих ливанских братьев и сестер. В четверг утром иранский посол в Пакистане Реза Амири Магадам опубликовал в соцсети X сообщение о приезде иранской делегации в Исламабад для переговоров о перемирии с США, но позже удалил пост. Вот что в нем говорилось. Несмотря на скептицизм иранской общественности, вызванный неоднократными нарушениями режима прекращения огня со стороны израильского режима с целью саботажа дипломатической инициативы, инициированной премьер-министром Шехбазом Шарифом, иранская делегация прибывает сегодня вечером в Исламабад для серьезных переговоров по 10 пунктам, предложенным Ираном. Подтверждения от МИД и других официальных источников пока нет. Неизвестно, кто возглавит делегацию и каковы будут детали встреч. А тем временем бывший посол Пакистана при ООН Малих Алоди в интервью телекомпании «Аль-Джазира» отметила, что назначение вице-президента США Джей Ди Венса главой американской делегации на переговорах в Исламабаде воспринимается в Пакистане очень положительно. По ее словам, Венс считается опытным политиком, в отличие от прошлых переговорщиков Трампа, Уиткофа и Кушнера, и демонстрирует меньше склонности к войне с Ираном. Лоди оценила решение Белого дома как
Правильное с точки зрения политического искусства возможного. Тем временем в Исламабаде продолжаются приготовления к переговорам. Сегодня и завтра в городе выходные, закрыты школы и офисы. Движение вокруг красной зоны, где расположены правительственные здания и посольства, перекрыто. Перемирие между США и Ираном описывается как хрупкое. Разногласия уже проявились, особенно из-за ударов Израиля по Ливану. Пакистан надеется, что встречи в Исламабаде помогут найти общую точку между США и Ираном, несмотря на расхождения в их публичных позициях. Ситуация на северной границе Израиля обострилась после того, как боевики Хезболлы выпустили около 30 ракет по населенным пунктам в регионе. Сирены тревоги прозвучали в Кирьят-Шмоне и Панхельпе-Галилее. Сообщений о жертвах пока нет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна продолжит наносить удары по Хезболле, где это необходимо, несмотря на двухнедельное перемирие между США и Ираном. Мы продолжаем наносить удары по Хезболле со всей силой, точностью и решимостью. В Бейруте мы ликвидировали Али Юсефа Харши, личного секретаря генерального секретаря террористической организации Хезболла Наима Касема и одного из его ближайших соратников. Одновременно ночью Цахал нанес удары по ряду террористических объектов на юге Ливана, переходом, через который перемещались тысячи вооружений, ракет и пусковых установок, а также складам оружия, пусковым установкам и штаб-квартирам Хезболлы. Наш сигнал ясен. Кто действует против израильских граждан, будет поражен. Мы продолжим удары по Хезболле везде, где это необходимо, до полного восстановления безопасности жителей Севера. В Тегеране, напротив, считают, что Ливан является неотъемлемой частью соглашения о перемирии. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф предупредил, что нарушения соглашения повлекут серьезные последствия. Между тем, Израиль продолжает ночные удары по объектам и инфраструктуре Хезболлы в Ливане. Армия Израиля заявила о нанесении ударов по 2 мостам через реку Литани, что изолировало юг страны. Напомним, что в конце марта Израиль объявил о создании буферной зоны в Южном Ливане, долине Литани, примерно в 30 километрах от границы. В результате атак в среду, по данным Министерства здравоохранения Ливана, погибли как минимум 203 человека, более 1000 получили ранения. Это что-то невероятное. Разрушение. Очень масштабные разрушения. Я имею в виду, даже тот, кто не боится, испугается. Я чувствую страх и тревогу. Куда движется эта страна? Что мы будем делать со своей жизнью? Где мы останемся, а куда пойдем? Никто не знает, что произойдет. У нас есть дети, средства к существованию, имущество. Люди хотят жить. Хватит. С нас хватит войны. Спасательные службы продолжают разбор завалов зданий, разрушенных израильскими авиаударами в Бейруте. И пока надежд найти оставшихся под обломками живыми практически нет. Ситуация остается крайне напряженной, с угрозой дальнейшей эскалации конфликта. Тем временем Иран заявляет, что Ормузский пролив открыт, но суда должны координировать свои действия с его военными. На данный момент Ормузский пролив открыт. Разумеется, существуют технические ограничения из-за зоны боевых действий и из-за множества мер, которые Иран принял во время войны, в ходе этой агрессии против Ирана. Поэтому есть определенные технические ограничения, и именно поэтому все суда, которые хотят пройти через Ормузский пролив, должны связываться с нашей армией и нашими военными контактными пунктами там. Из-за ограничений в этом проливе. Этот пролив очень узкий. Он находится в наших территориальных водах, а также в территориальных водах Омана. Он расположен внутри наших вод. Поэтому мы должны быть крайне осторожны, обеспечивая безопасность и защиту танкеров и судов. Эти технические ограничения напрямую связаны с военным положением, и потребуется время, чтобы их снять. Таким образом, безопасный проход обеспечен. Ормузский пролив открыт. Но, разумеется, каждый танкер и каждое судно должны согласовать необходимые условия с иранскими властями, чтобы безопасно пройти через этот пролив. Иран заминировал большую часть Ормузского пролива и опубликовал карту для так называемой безопасной навигации. Согласно ей, суда должны проходить ближе к иранскому побережью, и впервые подтверждается, что привычные маршруты теперь считаются опасными из-за риска минных заграждений. Пока сохраняется неопределенность, позволит ли вообще иранское правительство проход судов через пролив. BBC Verify утверждает, что сейчас наблюдается ограниченное движение судов через этот стратегически важный водный путь. Данные Marine Traffic показывают, что с момента объявления прекращения огня во вторник вечером через пролив прошли как минимум 9 судов, включая 2 нефтяных и химических танкера. До войны ежедневно проходило в среднем 138 судов, по данным Многонационального центра совместной морской информации. Конфликт практически остановил движение. Около 800 судов застряли в регионе. А тем временем индийский танкер со сжиженным природным газом Green Asha
прибыл в порт Джавахарлала-Неру в Мумбаи после прохода через Ормузский пролив. Глава МИД Великобритании Ивет Купер заявила, что удары Израиля по Ливану подрывают стабильность и угрожают перемирию между США и Ираном. Купер подчеркнула, что Лондон добивается расширения режима прекращения огня на Ливан и вместе с США прилагает усилия по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Мы хотим увидеть прекращение боевых действий в Ливане. То, что Израиль делал вчера, наращивая удары, совершенно неправильно. Мы видим массовое перемещение гражданского населения в Ливане с серьезными гуманитарными последствиями. Мы также видим эскалацию и рост числа погибших. Эта эскалация разрушительна. Она неправильна и ведет не в том направлении. Мы хотим, чтобы перемирие было расширено и включало Ливан. И, откровенно говоря, речь идет о безопасности Израиля, безопасности Ливана и всего Ближнего Востока. Именно поэтому это так важно. Прежде всего, достигнутое и действующее перемирие важно. И нам необходимо обеспечить его соблюдение и развитие, потому что предстоит еще огромная работа. Да, это было частью наших обсуждений с Соединенными Штатами, а также в более широком формате. Мы поднимаем вопрос Ливана, я напрямую обсуждала его с израильским правительством и уже некоторое время веду разговоры с премьер-министром Ливана. В целом, нам нужно возвращение региональной стабильности и безопасности, открытие Ормузского пролива, чтобы Иран больше не угрожал своим соседям, и чтобы мировая экономика могла вновь функционировать. Все эти задачи необходимо решать в рамках этого процесса. Мы решительно приветствуем проделанную работу по перемирию, включая усилия Пакистана и других стран. Хочу подчеркнуть, речь идет о нормах международного морского права. Это транзитный маршрут между открытым морем, будь то Дувр, Гибралтар или другие проливы мира. Даже если там есть территориальные воды, существует международный маршрут судоходства. Это означает, что действует принцип свободы навигации. И государства не могут просто захватывать такие маршруты и в одностороннем порядке вводить сборы. Это противоречит морскому праву и действующим соглашениям ООН. Соединенные Штаты и Великобритания принимают решения, исходя из своих национальных интересов. 2 дня назад я разговаривала с государственным секретарем США Марко Рубио. Мы обсуждали переговоры, ситуацию вокруг Ормузского пролива, возможную поддержку со стороны Великобритании и координацию действий. Это остается крайне важным. Однако премьер-министр Великобритании принял иное решение, чем президент США, и делает это, исходя из национальных интересов страны, независимо от давления. Я считаю, мы должны быть довольны тем, что у нас есть премьер-министр, способный действовать спокойно, последовательно и рационально в интересах Великобритании. Это его работа. Переговоры между США и Ираном пока запланированы на вечер субботы. Однако надежды на успех пока выглядят слишком хрупкими. Вот что думают эксперты. Предложение Ирана подразумевает отмену всех первичных и вторичных санкций, выплату Ирану компенсации за военный ущерб, а также фактическое согласие США разрешить Ирану обогащать уран и сохранить суверенный контроль над Ормузским проливом. На данном этапе очень сложно однозначно определить, что правда, а что ложь. Это лишь рамочный документ, основанный на принципах. Но я думаю, что обе стороны договорились просто собраться в Пакистане, чтобы обсудить свои разногласия и попытаться найти путь вперед в течение следующих 2 недель. Разница заключается в том, что президент США Трамп ясно дал понять, что ожидает немедленной отмены иранских ограничений на безопасный проход через Ормузский пролив. Иранское предложение, напротив, предполагает, что безопасный проход будет зависеть от переговоров или какого-то неопределенного скоординированного процесса с иранскими военными или корпусом стражей исламской революции. Таким образом, уже здесь есть разница в том, что именно будет означать безопасный проход. Трамп, похоже, ожидает немедленного беспрепятственного прохода, а Иран, похоже, устанавливает определенные условия или, по крайней мере, хочет работать в рамках определенных параметров в течение следующих 2 недель. Я думаю, что все будет во многом зависеть от того, как Тегеран видит свои дальнейшие претензии на Ормузский пролив. Есть признаки того, что иранские чиновники хотят сохранить возможность фактически управлять пунктом взимания платы за проход судов через Ормузский пролив, взимая с судов до $2 миллионов США. Именно эта сумма, как сообщается, является ценой за безопасный проход. И это, как уже было сказано, затяжной процесс переговоров. Мы не знаем, поскольку нет полной прозрачности, сколько Ирану было выплачено до настоящего времени в ходе войны, или как на самом деле выглядели эти переговоры. И мы не знаем, как скоро и на каких условиях Иран будет готов отказаться от контроля над Ормузским проливом.
Поэтому сейчас мы находимся в подвешенном состоянии. Даже формулировки, касающиеся возобновления работы Ормузского пролива, проблематичны, поскольку они очень четко выявляют стратегическую слабость, созданную Соединенными Штатами. Они создали проблему, которую теперь должны решить. Ормузский пролив был открыт еще до начала американо-израильской кампании 28 февраля. Сейчас он закрыт или нарушен, потому что Иран смог быстро и эффективно сорвать безопасный проход и свободу судоходства через пролив. Поэтому возвращение к исходному уровню, возобновлению работы пролива будет недостаточным показателем успеха с точки зрения Соединенных Штатов. Я думаю, что одной из стратегических или риторических побед, которых смог добиться Иран, стало то, что он сместил акцент войны с ядерной проблемы на возобновление работы Ормузского пролива. Таким образом, Иран целенаправленно и успешно переориентировал свою риторику. Поэтому в течение следующих 2 недель, во время этих сложных и изнурительных переговоров, напряженность может снова сместиться в сторону того, на какие уступки Иран в отношении своих ядерных амбиций он готов пойти, потому что без этого президенту Трампу в его администрации будет трудно назвать это американской победой. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Абу-Даби на фоне хрупкого перемирия между США и Ираном и сразу обозначил ключевую проблему. Ормузский пролив остается под угрозой. Стармер заявил, что Тегеран не должен брать пролив в заложники, и подчеркнул, несмотря на прекращение огня, впереди огромный объем работы по восстановлению судоходства. Этот маршрут критически важен. Через него проходит значительная часть мировой нефти и газа. В ходе визита он проводит переговоры с лидерами стран Персидского залива и координирует международные усилия по открытию пролива. Ранее Лондон уже организовывал встречи союзников, обсуждая, как обеспечить безопасность поставок. При этом позиции сторон остаются жесткими. Корпус стражей Исламской революции предупреждает, что будет атаковать суда без разрешения, тогда как Вашингтон утверждает, что пролив формально открыт. Стармер настаивает на деэскалации и долгосрочном перемирии, но признает, без коллективного решения регион остается на грани нового витка кризиса. В Иране прошли масштабные мемориальные мероприятия по случаю 40-го дня со дня смерти бывшего верховного лидера Али Хаминеи. Напомним, Хаминеи был ликвидирован прицельными ракетными ударами утром 28 февраля в первые часы войны Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Его сын, новый верховный лидер Ирана Маджтаба Хаминеи, о здоровье и дееспособности которого ходят слухи, на публике не появился. Поминальные шествия по Хаминеи совпали в календаре с Арбаином, 40-м днем со дня мученической смерти имама Хусейна, третьего имама шиитов, убитого в битве при Кербеле. В различных городах страны, включая Тегеран, люди в черном несли флаги Ирана и Хезболлы, портреты Хаминеи и скандировали лозунги «Смерть Америке» и «Смерть Израилю». Телевидение Ирана вело прямую трансляцию с места событий. Иерусалимские святыни, Стена Плача, Храм Гроба Господня и мечеть Аль-Акса вновь открылись в четверг после 40-дневного перерыва. Доступ к святыням 3 авраамических религий был ограничен из-за угроз безопасности на фоне войны Израиля с Ираном. Сотни верующих, иудеи, христиане и мусульмане, пришли на молитвы, выражая благодарность за возможность вернуться в святые места. В Великобритании раскрыта неудавшаяся спецоперация России в водах Соединенного Королевства. Министр обороны Джон Хилли заявил, что секретная миссия Путина провалилась, потому что правительство выполнило первый долг – защиту страны. Сегодня я раскрываю подробности недавней военной операции, проведенной Россией. Делая это, я хочу разоблачить продолжающуюся российскую активность, угрожающую нам в Великобритании, и подчеркнуть нашу постоянную готовность к ответным действиям. В последние несколько недель, пока внимание многих было приковано к Ближнему Востоку, Великобритания в партнерстве с Норвегией и другими союзниками отреагировала на усиление российской активности в Атлантике к северу от Великобритании. В этой операции участвовала российская ударная подводная лодка класса «Тенякула» и одновременно развернуты 2 специализированные подводные лодки из ГУГИ, Главного управления глубоководных исследований России. В ноябре прошлого года я рассказал о том, как эти суда ГУГИ, включая разведывательный корабль «Янтарь», являются кораблями, предназначенными по указанию президента Путина для ведения гибридной войны против Великобритании и наших союзников, в частности, вокруг критически важной подводной инфраструктуры. В ответ на действия российских подводных лодок я могу подтвердить, что задействовал наши вооруженные силы для отслеживания и предотвращения любой противоправной деятельности этих судов. Военный корабль Королевского флота и самолеты П-8А королевских ВВС совместно с союзниками обеспечили круглосуточное наблюдение за российскими подводными лодками. Подводная лодка «Акула» впоследствии отступила домой,
поскольку за ней велось тщательное наблюдение, и мы продолжаем следить за 2 подводными лодками Гуги в территориальных водах Великобритании и вокруг них. Главное управление глубоководных исследований, о котором упомянул Хилли, входит в состав российского военно-морского флота. Официально оно якобы занимается картографированием морского дна и проведением спасательных операций, однако основная часть его деятельности засекречена. Российские подводные лодки находились под круглосуточным наблюдением британских кораблей и авиации, и сейчас, по словам Хилли, ушли из британских вод и направляются на север. Наши вооруженные силы не оставили им никаких сомнений в том, что за ними ведется наблюдение, что их передвижения не были тайными, как планировал президент Путин, и что их попытка секретной операции была раскрыта. Подводные лодки Гуги покинули воды Великобритании и направились обратно на север. И эта операция, длившаяся более месяца, теперь завершена. Я делаю это заявление, чтобы осудить российскую деятельность. И президенту Путину я говорю: мы видим вас, мы видим вашу деятельность над нашими кабелями и трубопроводами. И вы должны знать, что любая попытка повредить их не будет допущена и повлечет за собой серьезные последствия. Это также напоминает нам, почему морское дно имеет такое значение. Особенно для Великобритании. Мы, островное государство, связь с ним — это все для нашей экономики и нашей безопасности. А под нашими водами лежит обширная сеть кабелей и трубопроводов, от которой зависит наш образ жизни. Половина газа, который отапливает наши дома, 99% международного телекоммуникационного и информационного трафика, триллионы фунтов стерлингов мировой торговли каждый день. И все эти причины, по которым морское дно так важно для нас, делают его главной мишенью для наших противников. Подводная сеть Великобритании очень устойчива, но угрозы возрастают, поэтому мы наращиваем наши действия по ее защите. Мы уверены, и у нас нет доказательств того, что кабелем или трубопроводом был нанесен какой-либо ущерб. Великобритания обладает одной из самых надежных подводных сетей среди всех стран, с заложенными механизмами на случай повреждений. Но мы гарантируем, что вместе с союзниками проверим состояние нашей инфраструктуры. Теперь, когда российские подводные лодки отошли в сторону и направляются на север, обратно к своей базе. Верховный суд России признал исследовательскую и правозащитную организацию «Мемориал» экстремистской и запретил ее деятельность в стране. Заседание прошло в закрытом режиме, а иск Министерства юстиции был подан в конце марта 2026 года. Этот шаг стал очередным этапом масштабного давления на свободу слова и гражданские инициативы в России. «Мемориал» возник в конце 1980-х годов как движение по исследованию политических репрессий в СССР. Среди его основателей был академик Андрей Сахаров. Организация стала крупнейшим центром изучения репрессий и защиты прав человека в России. В 2021 году Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал» по закону об иностранных агентах. А теперь аналогичное решение принял Верховный суд в отношении Международного мемориала. Решение суда создает юридический механизм для преследования тех, кто участвует в деятельности организации или распространяет ее материалы. «Мемориал» накануне заявил, что исход дела был предсказуем. Это еще одна попытка запугать и заставить гражданское общество молчать. Международная ассоциация «Мемориал» была создана в 2023 году в Женеве с участием 15 организаций ликвидированного Международного мемориала. В 2026 году российские власти объявили ее нежелательной. Экипаж миссии «Артемис-2» впервые дал пресс-конференцию прямо из космоса, возвращаясь на Землю после облета Луны. Астронавты рассказали, что жизнь на борту капсулы «Орион» стала для них уникальным опытом. «Мы полюбили жить в Орион», призналась Кристина Кох, отметив редкое ощущение общей цели и изоляции. Это потрясающе. Нам очень понравилось жить в Орионе. И, честно говоря, мы все говорили, что иногда можно забыть, где ты на самом деле находишься, потому что мы в этом небольшом пространстве, которое дает нам все необходимое. Но, отвечая на ваш вопрос, да, в невесомости он кажется больше. И да, мы постоянно сталкиваемся друг с другом буквально все время. Часто в кабине можно услышать: «Не двигай ногой, я просто дотянусь под ней».
Или «можно я туда доберусь? Мне нужно попасть вон туда». Мы постоянно перемещаемся, чтобы выполнить задачу, поесть, посмотреть в иллюминатор, сделать фото. Все, что мы здесь делаем, это деятельность для 4 человек. Но это еще и очень весело. Мне будет не хватать этого товарищества. Мне будет не хватать такой близости с таким количеством людей и общего смысла, общей миссии, над которой мы работаем каждый день, всей душой, на расстоянии сотен тысяч миль вместе с командой на Земле. Это чувство командной работы, то, что редко встречается во взрослой жизни. Мы близки, как братья и сестры. И это привилегия, которая больше не повторится. Честно говоря, я не думаю, что есть что-то, почему я не буду скучать, или что мне хочется поскорее закончить, потому что все это единый комплекс. Мы не сможем продвигаться дальше, если не будем делать что-то неудобное, идти на жертвы, принимать риски. И все это того стоит. Нам нужно возвращаться. Уже есть огромное количество данных, которые вы видели. Но все самое ценное мы везем с собой. Еще столько фотографий, столько историй. Честно, я даже не начал осмысливать все, через что мы прошли. А у нас еще впереди 2 дня. И сам полет через атмосферу, как огненный шар. Это тоже нечто невероятное. Так что на этот вопрос я отвечу позже. Пока не уверен, но могу сказать, что это очень много впечатлений. И это воспоминания на всю жизнь. Я буду думать об этом и рассказывать об этом до конца жизни. Если говорить о программе Артемида в целом, мы уже видим инвестиции в развитие робототехники для дальнего космоса, которые будут использованы в самых разных целях. В этом и есть красота программы. Международное сотрудничество, постановка амбициозных целей и не просто разговоры, а реальное движение к ним. Нам понадобятся эти технологические достижения. Здесь очень трудно. Мы далеко от дома. Мы учились на протяжении всего полета, и мы видели, как учится центр управления. Можно сколько угодно тестировать на Земле, но финальное испытание — это когда оборудование оказывается в космосе. И это серьезное испытание. Часто в пилотируемой космонавтике, особенно в первом полете, проще смириться с тем, что что-то работает не идеально или требует обходных решений. Но мы старались все исправлять. Мы постоянно думаем о том, что скажет следующий экипаж, как это поможет им добиться успеха. Ручное управление кораблем, отработка процедур — все должно работать как следует. Есть и человеческий аспект — обеспечение, питание, как функционирует организм в этих условиях. Я уделяю время выполнению всех задач летных испытаний. И в корабле, и за последние 3 года мы делали все, чтобы подготовить почву для успеха. И это касается всех команд, не только экипажа, но и операторов полета, инженерных групп, стартовых команд, всех. Мы старались объединить людей и сделать так, чтобы каждый мог работать наилучшим образом. Миссия уже вошла в историю. Экипаж пролетел дальше, чем кто-либо из людей, более 400 тысяч километров от Земли, превзойдя рекорд Аполлона-13. Во время облета астронавты прошли над обратной стороной Луны и наблюдали ее поверхность с высоты около 6 тысяч километров. Эта миссия — часть программы «Артемис», цель которой — вернуть человека на Луну и создать там постоянную базу раньше Китая. Возвращение астронавта на Землю ожидается уже в пятницу. Капсула войдет в атмосферу на скорости почти 38 тысяч километров в час и приводнится у побережья Калифорнии, завершив почти 10-дневную экспедицию.